Обострение в Приднестровье. Великобритания советует атаковать Крым, а диктатор Ким Чен Ын готовится к войне. Обо всем этом и не только расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Обострение в непризнанном Приднестровье. Дрон атаковал военную базу. Президент Франции Макрон собирается предложить Росії перемирие. Вимагайте від них зупинити вогонь під час Олімпійських ігор. Вони мають це зробити. Так було завжди. Il sera demandé. Так, ми це попросимо. США должны действовать в отношении Северной Кореи. Ее лидер Ким Чен Ын готовится к войне. Целью Северной Кореи будет разработка гиперзвуковых ракет на уровне России и Китая, чтобы у Северной Кореи была более высокая вероятность более эффективного прорыва систем противоракетной обороны США и Южной Кореи. Приветствую вас, дорогие зрители! Не забывайте лайкать, а также комментировать наши выпуски. Ваши комментарии дают нам мотивацию работать, а главное – доносить людям правду. Перейдем к новостям. Обострение в непризнанном Приднестровье. Местные источники сообщают об атаке дрона «Камикадзе» по одной из воинских частей Тирасполя. В результате атаки БПЛА начался пожар. Видео с места взрыва публикуют пропагандистские СМИ. На нем можно увидеть обгоревшие части вертолета. Пропагандисты о пострадавших не сообщают. Видео прилета предположительно FPV-дрона «Камикадзе» постят приднестровские медиа. Россия продолжает попытки наступления на Авдеевском направлении. Институт изучения войны характеризует ситуацию как динамичная. В свежей сводке они сообщили о захвате 2 сел в районе оккупированной Авдеевки. Российские войска, вероятно, захватили Тоненькое к западу от Авдеевки и Невельское к юго-западу от Авдеевки. На кадрах с геолокацией, опубликованных 15 марта, видно, что российская бронетанковая колонна продвинулась к западу от Тоненького, а дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 16 марта, показывают, что подразделения российской 110-й мотострелковой бригады продвигаются и поднимают флаг в Невельском. Одной из причин российского продвижения стал дефицит боеприпасов у ВСУ. Однако Украина вот-вот получит крупные партии амуниции, за которые борется Чехия. Как говорится в материале The Wall Street Journal, Чехия приобрела около 800 тысяч снарядов от поставщиков по всему миру и нашла еще около 700 тысяч, которые можно купить дополнительно. Из приобретенных снарядов 300 тысяч советского образца и около 500 тысяч западного производства. Как отмечают в чешском правительстве, по мере поступления финансирования будет доступно больше снарядов. Когда мы с вами, и не только с вами, обсуждали снарядный голод, как это отразилось на ситуации под Авдеевкой? Попросту говоря, отступили из города. Да? То есть враг использовал свое преимущество материальное и людское, и преимущество в воздухе, и добился, в общем-то, продвижения под Авдеевкой, создав нам проблему на том участке. Что когда резко пришлось занимать оборону в тех местах, которые были для этого сначала не очень приспособлены. Вот вам нехватка боеприпасов. Когда противник движется численностью, то есть его можно побеждать качеством. Качество – это инструментарий, который, в общем-то, воплощается в технологическом преимуществе. Когда и этого нет, противник еще и численно превосходит, и качественно превосходит, и обладает преимуществом боеприпасами, то каким же образом тогда можно против него воевать? Во время визита в Киев министр обороны Великобритании Шапс и командующий британской армией дали советы руководству Украины. Они встречались с президентом Зеленским и новым главнокомандующим ВСУ. Британцы посоветовали удерживать оборону на востоке Украины, а также наносить удары по Крыму. Командующий британской армией убежден, что именно в ударах по флоту РФ лежит ключ к успеху Украины, и что уничтожение кораблей, в частности подводных лодок, попадает в самое сердце российской ментальности. Я считаю чрезвычайно важным, что Путин знает, что он теряет Крым, что он теряет Черное море. В течение почти 200 лет Черноморский флот имел возможность проводить учения в Черном море. Сейчас в Черном море нет ни одного военного корабля. Это дает нам представление о масштабе украинского успеха в Крыму. Президент Франции Макрон собирается предложить России перемирие, а точнее прекратить боевые действия в Украине на время проведения летних Олімпійських ігор в Парижі. Вимагайте від них зупинити вогонь під час Олімпійських ігор. Вони мають це зробити. Так було завжди.
Il sera demandé. Так, ми це попросимо. В России уже успели отреагировать на слова Макрона. Представитель МИД Захарова заявила, что Франция должна прекратить поставки оружия Киеву, поскольку из-за них якобы убивают цивильных. Также, по ее словам, Макрон должен прекратить спонсировать терроризм. Кроме того, Захарова предложила приостановить боевые действия Израилю, который ведет войну с Хамас в секторе Газа. США должны действовать в отношении Северной Кореи, пока еще не поздно, ведь ее лидер Ким Чен Ын ищет войны. Об этом пишет издание The New York Times. В статье указывается, опасно верить, что это абсурд, ведь мир также наивно думал относительно Путина. После окончания Холодной войны кажется, что все формулы от угрозы войной до обещания мира были опробованы. И все же, несмотря на то, что на нее наложено больше санкций, чем на любую другую страну, Северная Корея разработала ядерный арсенал. Он насчитывает примерно 50 боеголовок и сложных ракет, которые теоретически могут доставить это оружие к целям в континентальной части Соединенных Штатов. Журналисты отмечают, что Ким отказался налаживать отношения между Северной Кореей и США. Вместо этого Пхеньян начал заигрывать с Москвой. По мнению издания, таким образом Ким может начать готовиться к войне. Издание объясняет, что стратегия США, которая заключалась в экономическом давлении на КНДР, оказалась недееспособной. Само разоружение Северной Кореи сейчас является невозможным, считает автор. Поэтому США должны начать дипломатическое сотрудничество со страной, а не отдаляться от ядерного государства. В это же время Северная Корея продолжает вооружаться. Целью Северной Кореи будет разработка гиперзвуковых ракет на уровне России и Китая, чтобы у Северной Кореи была более высокая вероятность более эффективного прорыва систем противоракетной обороны США и Южной Кореи. В Исландии произошло 4-е извержение вулкана за последние 3 месяца. Как пишет AP, в результате этого образовалась трещина в земле длиной около 3 километров. Местное население предупреждали о рисках извержения заранее. 17 марта стало известно об эвакуации сотни людей из-под центра Голубая лагуна, одной из главных туристических достопримечательностей Исландии. Мы пошли в ресторан «Лава» в отеле на ужин в 8 часов. И не прошло и 10 минут, как официантка принесла мне вино. Мы услышали очень громкий звук. И тогда мы с мужем посмотрели друг на друга и сказали: «Все хорошо, спасатели уже в пути». Из-за предыдущего извержения, которое началось внезапно и также быстро закончилось, было повреждено несколько домов. Также часть страны осталась без отопления. Лава повредила трубы, по которым поставлялась геотермально нагретая вода. Однако в этот раз метеорологи ожидали извержения вулкана, поэтому серьезных последствий нет. Это определенно было ожидаемо. Исландское метеорологическое бюро делало несколько заявлений о скором извержении в этом районе. Но, конечно, точное время его начала неизвестно. Его невозможно предсказать. Первые признаки этого движения к поверхности на самом деле происходят всего за 15 минут до извержения на поверхность, но это определенно было ожидаемо. На этом пока все. Спасибо, что смотрите. Спасибо за доверие. Жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте подписываться на нас и в других социальных сетях.
Telegram, Twitter или же TikTok. Также, если вам нравится наша работа, ее можно поддержать кнопкой «Спасибо» под роликом. Увидимся в следующих выпусках.